Всем привет, вы на канале Компьютерапия. Сегодня в небольшом видео я хотел бы вам показать, как работать с колонн-титулами в шаблоне Word из книги. Там будет таблица, ну и соответственно будем заполнять, изменять текст в шаблоне в вордовском документе с помощью VBA. На моем канале уже появлялись видеоролики о том, как работать с шаблонами, можете посмотреть их. Если вам интересна эта тема, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх для развития подобного контента. Ну, а мы приступим. Сразу скажу, что примеры данного видео я выложу в архивчик, будет у меня на сайте, ссылочка будет в описании под видео. Сейчас я вам покажу шаблон. Это заготовка с второго видео, со второго урока. Я немного модифицировал. В принципе, вы разберетесь, может, кто смотрел видео, тот узнает. Значит, у нас на эту часть особо можете не обращать внимания, она тоже будет заполнена. Но у нас в шаблоне имеется колонн-титул верхний, колонн-титул нижний. Соответственно, кто не знает, что колонн-титул верхний называется header, а колонн-титул нижний называется footer на английском, тот должен будет это запомнить, потому как обращаться будем к хедеру и, соответственно, футеру. Кто не знает, как вообще делается вставка колонн-титула, вы переходите вставка, верхний колонн-титул, либо нижний. Я выбирал самый простой, вот пустой, и в него вводил текст. Ну, соответственно, для нижнего тоже вот я выбирал для примера вот эту часть меню. Вот этот текст, адрес и вот этот текст, они у нас идентичны, они будут браться у нас из таблицы, ну, соответственно, серийный номер тоже. Здесь это сделано исключительно для примера. Так, теперь закрываем, переходим в таблицу. Соответственно, таблица тоже уже это, наверное, вам знакома. Кнопка для запуска макроса, пункты, серийный номер, ID, адрес. Переходим в разработчик. Я вам покажу, что было в том примере, ну и, соответственно, что изменится к нынешнему моменту. Здесь модуль замены, такой, скажем, упрощенный в цикле. Мы будем менять дату, ID, адрес, SN. Это я просто повторяюсь для наглядности. А вот уже пойдет часть, которую будем использовать для изменения текста в колонн-титуле. По сути, здесь ничего нового нет. Это немножко модификация вот этой функции процедуры замена. Также мы обращаемся в цикле with к объявленной переменной vddoc, к самому документу. Здесь, в принципе, можно выносить в переменную section. Ну, я ее сделал тут как локальную, просто объявил. Больше я ее особо нигде не вызываю. In sections это уже относится к vddoc. Опять следующий цикл for each header это переменная, это не какой-то метод или свойство. Обращаемся к section, это уже теперь к этой переменной. И headers это у нас уже метод. Далее header range find, мы ищем в хедере все, что есть, находим текст. Если текст у нас sn с амперсандом, то заменяемый текст у нас будет переменная sn, которую мы получаем, соответственно, из таблицы, серийный номер, из вот этой вот, где мы ее объявляли. Это я оставлю без пояснения. Хотите, уберите, оно без нее работает. Ну и вызываем метод выполнить, заменить все. Закрывается endis, section, endis. В принципе, часть для верхнего колонн-титула и для нижнего отличается только, скажем так, словами footer, header, header. Ну, тут, соответственно, footers, тут, соответственно, headers, потому что если мы будем пытаться заменить текст, который находится в футере, и использовать этот же момент в хедере, то ничего не произойдет. По сути, здесь мы обратились к верхнему колонн-титулу, здесь мы обратились к нижнему колонн-титулу. Вот так, в принципе,
просто мы можем работать с заменой текста. Ну, вот по такому шаблону амперсанд какое-то слово производится замена. Тут я еще добавил обработку ошибок, чтобы не вылетали документы Word и не повисали. Ну, а теперь давайте перейдем к самому интересному, к запуску. Я временно закрою и открою снова. Теперь для видимости и наглядности сделаю вот так. Уменьшу немного тут масштаб, чтобы добраться до кнопки. Ну, давайте посмотрим, что произойдет. Нажимаю кнопку. Она у нас привязана к нашему модулю. И готово. Что мы получили? Соответственно, в шаблоне у нас на первом месте стоял серийный номер. Теперь у нас серийный номер заменен на этот текст. И адрес, соответственно, у нас тоже поменялся. То есть вот у нас в колонн-титуле находится текст. Если это вам зачем-то надо, то вы можете это использовать. Так, третий у нас, соответственно, тут Омск, Любая, 36, серийный номер вот такой. Внизу Омск, Любая, 36, серийный номер вот такой. Ну и первый документ. Серийник, Москва, 8. Вот как-то так. Напомню еще раз, что текст и эти примеры я выложу у себя на страничке на сайте. Смотрите в описании под видео к этому ролику. Ну, всем, кому понравилось видео и может быть полезно, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых видео.